Привет, мой друг! Такое эффектное шоколадное лакомство приготовить проще, чем ты думаешь. А может, ты даже и не думал об этом? А еще я поделюсь с тобой секретиком, как сделать, чтобы и на следующий день такая же жидкая шоколадная начинка сохранялась. Сразу отложи 9 кусочков шоколада. Берем шоколад хорошего качества в составе с какао-маслом. Добавляем сливочное масло и короткими импульсами в 2-3 приема растапливаем всю массу в микроволновке. Следите, чтобы не закипело. Периодически перемешиваем лопаткой. Включаем разогреваться духовку и в это время разделяем яйца на белки и желтки. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем 1 минуту. Затем добавляем сахар и продолжаем взбивать еще 2 минуты. Вот такая тягучая текстура получается. Оставим здесь венчик от блендера, интересно зачем, и добавим столовую ложку муки с горкой. Перемешаем все венчиком снизу вверх. Не надо трясти или стучать по миске. Вы же не хотите, чтобы белки тут же все опали. А вот куда мы отправляем желтки, в слегка теплую шоколадную массу, и добавляем ее в 3 приема к белковой массе. Перемешиваем нежно, легко, не спеша, снизу вверх. Как я обожаю мою силиконовую лопатку! Она так экономно собирает весь шоколад. Ну, вы же уже купили себе такую же? Тесто такое воздушное и вкусное. Ты знаешь, можно до полной однородной консистенции и не мешать. Так будет даже лучше. Мы сохраним воздушность. На дно бумажной или любой формочки капаем масло, слегка растираем кисточкой и присыпаем какао-порошком. Кстати, с подготовки самих формочек я и начинаю приготовление маффинов. Ставь лайк, мне важна твоя поддержка. На такое количество теста подготовь так 9-10 формочек. Выкладываем очень столовую ложку теста на дно каждой. И теперь главный от меня секретик, чтобы у тебя всегда получались такие маффины с жидкой шоколадной начинкой. Положи в центр кусочек шоколада. Мы в начале видео эти кусочки с тобой уже отложили. Сверху кладем ложку теста. При желании можно посыпать еще шоколадными дропсами или кусочками орехов, но я не буду. Отправляем в духовку на 200 градусов 10-11 минут. Посмотрите, как маффины хорошо поднялись. Они будут держать форму и не просядут. Даю слово. Так вот, для чего нужны были такие бумажные формочки. В них можно эффектно подать маффины к столу. Кстати, обязательно теплыми, лучше сразу с духовки. А еще посмотри, какие красивые полосочки остаются на самих маффинах от формочек. А этот рецепт я взяла с обертки известного французского шоколада. Так что сейчас мы с тобой во Франции. Если на следующий день у тебя останется 1-2 маффина, то просто разогрей их в микроволновке, чтобы шоколад растопился. В холодильник не ставь, это важно. Тебе было вкусно? Подписывайся на мой канал, ставь лайк и до скорых встреч. Пока-пока.